От пациентки РМЖ. В архиве есть выписка. В последнем описании КТ очень смутило отсутствие основной опухоли. И не описана плевра, с которой были проблемы. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 81 года, дата исследования 27 сентября 2025 года. В динамике с КТ от 1 июля 2025 года. Область исследования – органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, легкие расправлены. В легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. На верхушках легких плевроапикальные наслоения. В обоих легких, преимущественно паракостально и в базальных сегментах, сформированы немногочисленные фиброзные тяжи, участки локального пневмофиброза, единичные кальциификаты до 3 мм. В правом гемитораксе выпад толщиной слоя жидкости до 7 мм, ранее 13 мм. Справа паравертебрально плевра не утолщена, ранее по плевре визуализировались очаги наиболее крупные размером до 15 на 4 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены, стенки их уплотнены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Визуализируется единичный лимфоузел 10R до 11 мм, ранее до 12 мм, по короткой оси. В остальном внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральной полости с левой перикардии не выявлено. В теле TH6 астисклеротический очаг размером 19 на 16 на 14 мм, ранее 16 на 12 на 1 мм, в TH7 размером 14 на 11 на 14 мм, ранее 12,14, в TH9 6 мм, без динамики, в TH12 23 24 20, ранее 23 на 22 на 19 мм, в 12 ребре справа очаг 15 на 9 мм, ранее 12 на 9 мм. Свежих костных травматических не определяется. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сформированы краевые остеофиты длиной до 8 мм. Сердце расширено преимущественно за счет левых отделов, к Т 0,57. По стенкам коронарных артерий и аорты, немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий 23 мм справа, 27 мм слева. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены, размером до 6 мм по короткой оси. В НК левой молочной железы визуализируется минимально гиперваскулярное образование размером 9 на 11 на 9 мм, ранее 16 на 15 на 10 мм, более активно накапливающий контраст. Желудок на 20 мм пролоббирует в грудную клетку. Заключение. КТ-картина образования левой молочной железы, выпада в правом гемитораксе, секундарного поражения костей скелета грудной клетки, единичного лимфоузла средостения. КТ-признаки участков локального пневмофиброза, кардиомегалии, тенденции к формированию легочной гипертензии, атеросклероза аорты и коронарных артерий, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. По сравнению с КТ от 1 июля 2025 года, динамика разнонаправлена, тенденция к росту отдельных очагов в костях, уменьшение объема опухоли в молочной железе, редукция очагов по плевре, уменьшение объема правостороннего гидроторакса. 1 октября 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. На КТ опухоли молочной железы видно плохо, в этой ситуации ориентироваться на КТ нельзя, надо делать УЗИ или МРТ с контрастом. Динамика разнонаправлена. С одной стороны, несколько выросли очаги в костях, с другой стороны, разрешились очаги по плевре. Уменьшился выпад в правой плевральной полости, уменьшились размеры опухоли в молочной железе. Вам нужно к онкологу для организации дальнейшего лечения.